Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам расскажу, какие же изменения произошли в Германии по поводу социальных выплат. С 1 января 2023 года федеральное правительство хочет заменить базовую систему социального обеспечения Харц-4 гражданским пособием. Но дата на пороге, потому что Федеральный совет временно приостановил социальную реформу. Теперь федеральное правительство хочет создать посреднический комитет. Ранние и жесткие санкции, всесторонние требования к раскрытию информации, почти никаких активов. Система Харц-4 в ее нынешнем виде подвергалась критике. Поэтому СПД «Зеленые» и ФДП хотят провести реформу под новым названием Бургергельд. Согласно коалиционному соглашению, следует уважать достоинство личности и лучше поощрять участие в общественной жизни. Центры занятости будут уделять большое внимание поддержке безработных и с меньшей вероятностью будут налагать санкции. Стандартные ставки должны быть повышены, а требования к разрешенному имуществу и площади квартир должны быть смягчены. Среди прочего, есть критика со стороны Союза, несмотря на уступки, сделанные коалицией светофора по конкретным вопросам. Соответственно, такое реформированное базовое обеспечение для лиц, ищущих работу, снизит мотивацию к принятию работы. Бундестаг одобрил проект коалиции 10 ноября 2022 года, но он все равно может провалиться, если Союз заблокирует Бундесрат. С первой попытки социальная реформа не набрала большинства голосов на внеочередном заседании Государственной палаты 14 ноября. Федеральные земли, в которых правят или совместно управляют партии Союза, отказались дать свое согласие. Федеральный министр труда Хубертус Хайль в своем выступлении защитил законопроект и объявил, что обратится в посреднический комитет Бундестага и Бундесрата. Компромисс должен быть согласован в этом органе в ближайшем будущем. На следующем заседании Бундесрата 25 ноября 2022 года федеральное правительство должно снова попытаться получить большинство для планов и реформ. Таким образом, введение доходов граждан с 1 января 2023 года, как это планировалось коалицией светофоров, не считается определенным. Времени также мало для повышения стандартных ставок. По словам эксперта Федерального агентства занятости, если это вступит в силу в начале 2023 года, соглашение будет достигнуто в Бундесрате не позднее 30 ноября. Согласно последним данным Федерального агентства, в Германии насчитывается почти 3,7 миллиона получателей пособия по безработице. Что должно измениться с введением надбавки для граждан? Должно быть предоставлено безработным возможность больше сосредоточиться на дальнейшем обучении в поиске работы. Они должны подвергаться меньшему давлению со стороны центра занятости. Стандартные ставки базовой безопасности должны увеличиться. Санкции должны быть смягчены. Проект федерального министра труда Хайля предусматривает, что лица, ищущие работу, согласовывают план сотрудничества с центрами занятости. Вначале существует 6-месячный период доверия, в течение которого пострадавшим грозит только сокращение пособий, если они несколько раз пропустят встречу в центре занятости. В этом случае возможно 10% снабжение пособия. По истечению 6 месяцев существует риск дальнейшего сокращения пособия в случае нарушения служебных обязанностей. Например, если заинтересованное лицо не займет разумную позицию. Это влечет за собой 20% сокращение в первый раз. Второй раз это 30%. Вычеты на оплату проживания больше не допускаются. Ставки правила должны увеличиваться. Стандартная ставка дохода нового гражданина должна составлять 502 евро в месяц для одиноких взрослых. В соответствии с Харц-4 в настоящее время она составляет 449 евро. Для взрослых партнеров в будущем должна быть составлена ставка 451 евро в месяц. Для детей от 14 до 17 лет предусмотрено 420 евро. Это должно быть 348 евро для детей от 6 до 13 лет и 318 евро для детей от 5 лет. В течение 2 лет люди должны иметь возможность получать гражданский доход, даже если у них есть активы до 60 тысяч евро, независимо от их возраста. Член благотворительного сообщества может владеть 30 тысячами евро. В семье из 4 человек это защитит 150 тысяч евро сбережений. Через 24 месяца бенефициару должно быть разрешено сохранять активы в размере 15 тысяч евро. В настоящее время максимальный лимит для взрослых составляет от 9750 евро
евро до 10 тысяч 50 евро в зависимости от возраста. Первые 2 года получения пособия по гражданству центры занятости не должны проверять, подходит ли квартира, то есть достаточно ли маленькая или дешевая. Причина в том, что безработные, которые вынуждены искать новую работу, также не должны беспокоиться о своей квартире. Профессиональное обучение вместо временной работы. В будущем получатели доходов граждан должны скорее подтягиваться по образовательному цензу, чем устраиваться на временные рабочие места. 2/3 длительно безработных не прошли профессиональную подготовку, сказал Хайль, когда проект был представлен. Улучшение возможностей заработка. Любой, кто зарабатывает от 520 до 1000 евро, должен иметь возможность удерживать больше всего дохода в будущем. Пособия в этой области будут увеличены с 20 до 30%. Для лиц моложе 25 лет предусмотрена надбавка в размере 520 евро на 3 месяца между выпуском и началом обучения, как и при федеральной добровольческой службе. Центры занятости больше не должны возвращать небольшие суммы. Если бенефициары получили деньги по ошибке, они также должны быть истребованы в будущем, однако только от максимального лимита в 50 евро. Изменения после критики со стороны Союза. После критики со стороны ЦДУ и предотвращения блокады в Бундесрате партии светофора 4 ноября предоставили компромиссное предложение. Соответственно, центры занятости должны иметь возможность лучше проверять активы бенефициаров. Расходы на отопление больше не должны полностью покрываться государством, а только в соответствующем размере. Положение о расходах на переезд также является новым. Если лицо, получающее пособие по гражданству, переезжает, оно должно иметь для этого утвержденные расходы. Ну и на этом все. Пишите обязательно свои мнения в комментарии, подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайк этому ролику и всем пока.